Поначалу в ее отношениях с собакой не было ничего необычного. Но по мере того, как пара становилась все ближе и ближе, начали происходить странные вещи. Озадаченный муж заметил, что собака его жены последовала за ней в ванную комнату. Он решил самостоятельно разгадать тайну. Услышав, как захлопнулась дверь, он открыл приложение для безопасности, которое установил на свой телефон. Он никак не был готов к тому открытию, которое навсегда изменило их брак. Дэвид Нокс с легкостью уступил своей жене Кэти, когда она спросила, можно ли им завести собаку. Из-за его долгих рабочих дней в офисе она часто оставалась одна, работая из дома. Он думал, что собака могла бы составить ей компанию, пока его не было дома. 29-летняя пара недавно поженилась и еще не была готова стать родителями. Но в их доме в Атланте, штат Джорджия, было немного пустовато, и домашнее животное могло бы заполнить это пространство. Кэти назвала своего нового друга Бейли. Это была годовалая австралийская овчарка, и они сразу же нашли общий язык. Он был преданным и умным, и они быстро нашли общий язык. Дэвид был счастлив, что у Кэти есть кто-то, кто может побыть с ней, пока он работает допоздна, и его радовало ее восхищение. Но он почувствовал себя неуютно, когда понял, что его жена никогда не расстается со своей новой собакой. Он подумал, не ревнует ли она его к собаке. Дэвид, консультант по бухгалтерскому учету, был трудолюбивым работником, готовым работать столько часов, сколько необходимо, чтобы обеспечить Кэти жизнь, о которой она мечтала. Он очень любил ее, и его любимым занятием было видеть ее по возвращении домой. Кэти любила Дэвида не меньше. Она каждый вечер готовила ему ужин, и они проводили все свободное время вместе. Но он никогда не догадывался, чем она занималась, пока он был на работе. После нескольких месяцев напряженной работы Дэвид был вознагражден повышением, которое позволило ему перейти в консалтинговую команду с большим количеством сотрудников, что означало, что он сможет работать меньше часов и приходить домой раньше. Он с нетерпением ждал возможности поделиться с ней новостями и отпраздновать вместе, надеясь удивить ее, придя пораньше. Однако он не мог предвидеть, к чему приведет вмешательство в распорядок дня Кэти. Дэвид тихонько вошел в парадную дверь, надеясь застать Кэти врасплох. Хотелось надеяться, что Бейли не разрушила его планы, выбежав ему навстречу, но, похоже, дома никого не было. Так, где же она была тогда? Дэвид услышал шум воды в душе. Он расслабился, ругая себя за то, что забыл заглянуть в ванную. Она не исчезла. Она просто принимала душ. Однако, когда он приблизился к ванной, он услышал голос. Это была Кэти, но он не мог разобрать слов из-за шума душа. С кем бы она могла разговаривать? Он подошел поближе, чтобы снова прислушаться, но услышал только плеск воды. Когда он подождал, пока все прекратится, он крикнул: «Милая, я дома!» В ответ раздался внезапный треск, а затем что-то похожее на вой. «Ты в порядке?» — спросил он. «Да, я буду через минуту», — слабым голосом ответила она. Она вышла из ванной вместе с Бейли, которая выглядела потрясенной. «Неужели он так сильно ее напугал?» — подумал он. «Почему ты так рано вернулась домой?» — спросила Кэти, и Дэвид поделился новостью о своем повышении. Ее вялый ответ и робкая улыбка сбили Исоцута его с толку. Он продолжал думать о голосе, который слышал. Его любопытство взяло верх, и он спросил Кэти, разговаривала ли она с кем-то в ванной. Она на мгновение встретилась с ним взглядом, прежде чем поспешно отвести взгляд. «Это только для Бейли», — заявила она. Дэвид посмотрел на нее с сомнением. «Он оберегает меня, когда я остаюсь одна?» Добавила она, обеспокоенная тем, что его жена не чувствует себя в безопасности в собственном доме. Дэвид принял решение действовать, но его искренние усилия по обеспечению ее безопасности вызвали бы только больше вопросов. Когда Дэвид разобрался в тревоге своей жены, он удивился, почему она не сказала ему об этом раньше.
Он продолжал думать о том, что, по ее мнению, Бейли могла сделать, чтобы защитить ее, пока она была в душе. Если она хотела, чтобы он охранял ее, то почему заперла его с собой в ванной? Первые дни на новой работе Дэвида тянулись медленно, пока он привыкал к новому распорядку — приходить домой пораньше. Не облегчало ситуацию и то, что Кэти по-прежнему брала Бейли с собой в ванную, хотя Дэвид уже был дома. Он по-прежнему регулярно слышал ее голос, когда она принимала душ. Она утверждала, что это была всего лишь Бейли, но по мере того, как она, казалось, отдалялась от него, сомнения все глубже закрадывались в его сознание. Дэвид также обратил внимание на изменения в обычном поведении Кэти. Она казалась озабоченной и тревожной, забывая выполнять простые задачи, такие как оплата счетов или покупка продуктов. И увидев это слишком часто, Дэвид решил, что пришло время повысить безопасность их дома. Он купил камеру для записи дверных звонков, которая не только фиксировала каждого, кто подходил к ней, но и оповещала о том, что входная дверь открыта. Он надеялся, что эта мера предосторожности поможет Кэти чувствовать себя в большей безопасности, зная, что она может следить за любыми нежелательными посетителями. В конце концов, это только усилило его беспокойство и замешательство. На следующий день, когда он был на работе, Дэвид получил сообщение на свой телефон о том, что входная дверь открыта. Он посмотрел на камеру и увидел, как Кэти выходит из дома с Бейли на поводке. Он расслабился, предположив, что она просто выводит собаку на прогулку. Прошло несколько часов, прежде чем он получил еще одно уведомление о возвращении. В тот первый день он предположил, что она просто выполняет какие-то поручения, но когда это стало происходить регулярно, ему стало не по себе. Куда она так надолго пропадала в середине рабочего дня? Не желая сидеть сложа руки и выставлять себя дураком, Дэвид решил в тот вечер поговорить с Кэти на чистоту. Пока он ждал, пока она выйдет из ванной, Бейли, как всегда, была рядом с ней. «С кем ты там разговаривала?» «Прайсоситы мутая». «Твоилоду?» — спросил он. Кэти смущенно присела на их кровать, прежде чем ответить. «Разве мы это не обсуждали?» «Это всего лишь Бейли». В ее тоне нарастало раздражение. Дэвиду ее оборонительная позиция показалась подозрительной, и именно тогда он понял, что молчание его жены было вызвано не избеганием, а ее растущим гневом. «О, теперь ты за мной следишь?» — выпалила она в его сторону. Дэвид не мог поверить, что именно на него кричали, в то время как она вела себя подозрительно. Он выбежал из спальни, его чувства были задеты. Боль подтолкнула его к тому, чтобы выяснить раз и навсегда, что она прятала в ванной. Но верны ли его подозрения? Дэвид спал на диване в ту ночь и на следующее утро ушел на работу, не сказав жене ни слова. Пока он сидел на совещаниях, размышляя о чем-то своем, у него возник план. По дороге домой он зашел в магазин средств безопасности и купил небольшую камеру наблюдения, которую можно было легко спрятать. Он спрятал ее в ванной и видел и слышал, что на самом деле там делала Кэти. Той ночью, когда Кэти уснула, он отнес ее в ванную. У него был отличный обзор всего этого, и он мог слышать все, что она говорила, даже когда вода была включена. На следующий вечер он с тревогой наблюдал, как Кэти и Бейли направляются в ванную. Пара все еще не нарушила неловкое молчание, когда скрылись за дверью. Дэвид открыл приложение для наблюдения, подключенное к камере. Его рука дрожала, когда он держал маленький экран, наблюдая, как меняется его жизнь на глазах. Сначала в прямом эфире не было ничего необычного. Кэти положила телефон на стойку и пошла в душ. Бейли устроилась рядом, но внезапно он подошел к душевой кабине и заскулил. Раздался голос Кэти. «Полотенце. Бейли». И умная собака принесла ей полотенце. Дэвид наблюдал, как его жена села на пол рядом с душем, а Бейли взяла что-то со стойки, как раз туда, куда Кэти положила свой телефон. Она собиралась кого-то позвать? Он был очень удивлен, когда узнал предмет. Это был оранжевый пузырек с таблетками.
«Хороший мальчик, Бейли. Можешь принести мне воды?» Послушно выполнил его верный пес. Дэвид видел, как Бейли лежала у ног Кэти, пока она принимала таблетку. Ее тело было напряжено. Он понял тревогу, которую она испытывала, и приписал это ее страхам за свою безопасность. Он осознал, что она говорила правду, но Бейли принесла ей совсем другую помощь. Теперь он понял, что его подозрения были совершенно ложными. Его переполняло чувство вины за то, что он подозревал ее в неверности, в то время как она явно страдала от чего-то в одиночестве. Но его ревность быстро переросла в беспокойство за жену, и чувство вины отошло на второй план. Она была нездорова? Это было серьезно? Почему она скрывала это от него? Обеспокоенный муж с нетерпением ждал, когда Кэти выйдет из ванной. Дэвид подскочил, чтобы поддержать пошатнувшуюся жену. Он знал, что она поймет, что он что-то догадался. Она знала его лучше, чем кто-либо другой, но он по-прежнему знал только часть всей истории. Он осторожно подвел ее к кровати, где они сели рядом, держась за руки. Он терпеливо ждал, когда она что-нибудь скажет. «У меня хроническое заболевание», — призналась она. «Бейли — моя служебная собака. Он обеспечивает мою безопасность. Именно поэтому он всегда со мной». Дэвид глубоко вздохнул. Он ревновал к животному, которое активно помогало его жене. Это называется синдромом постуральной ортостатической тахикардии. Продолжила Кэти. У меня как будто учащается сердцебиение, когда я перехожу из положения сидя или лежа в положение стоя, или если я слишком долго стою. Тогда я могу упасть в обморок. Бейли может определить, когда у меня учащается сердцебиение. Она рассказала, что ее долгие отлучки из дома обычно связаны с посещением врача или иногда с дополнительной тренировкой служебной собаки с Бейли. Она скрывала это от Дэвида, потому что не хотела, чтобы он волновался, пока он так много работает. Чувство вины и беспокойство Дэвида затмили весь гнев, который он испытывал по отношению к ней. Он пообещал ей, что она для него важнее всего, и что он всегда будет рядом, чтобы поддержать ее. Он сократил свое рабочее время и стал вместе с ней посещать каждого врача, изучая ее состояние, чтобы распознать все признаки и симптомы. Он начал лучше понимать роль Бейли, и между ними быстро установилась связь, основанная на их любви к Кэти. Дэвид был благодарен за то, что у его жены есть Бейли, когда он не мог быть рядом с ней. И казалось, собака всегда получала дополнительное угощение, когда он возвращался домой.